Приветствую на канале, ребята. Сегодня будет очень крутой гайд о том, как получить в самом начале игры одно из самых сильных оружий не только для старта, но и для прохождения, в принципе, для закрытия любой цепочки квестов из любой 4 фракций, какую вы выберете, не принципиально. Это оружие двуручное, называется она Алебарда Мечтателя. И всем рекомендую выполнять ее сразу же после того, как вы выполните первый квест под названием «Дорога приключений». Когда вам дают выбор заплатить либо 150 монет за выкуп своего дома, да, в Керце, где мы появляемся, дом-маяк, потому что на все про все нам дается всего лишь 5 дней. Для нашего сегодняшнего гайда и поиска оружия нам нужно будет сменить 4 локации. Каждая локация меняет, добавляет, накручивает по 2 дня. То бишь мы в лучшем случае минимально потратим около 8, возможно 10 или даже 12 дней. Поэтому, чтобы этот квест у нас не пропал и не выкупать тот же самый дом, который могут нам дать бесплатно за лишних 300 монет, обязательно, ребята, пройдите вот этот квест и только потом бросайтесь в поиски пики. Погнали! Первый NPC, первая пещера, куда нам нужно будет с вами попасть, находится вот здесь. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. Спой-ка с нами, перепелка, перепелочка. Раз иголка, два иголка, будет елочка. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Раз словечко, два словечка, будет песенка. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. В небеса царит полосница, положится. Раз березка, два березка, будет рощица. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Раз словечко, два словечка, будет песенка. И вход в первую пещеру у нас с вами будет выглядеть вот так. Покажу еще раз на карте, находится вот здесь. Практически прямо напротив подъема центрального, так сказать, входа, да, на гору сопряжения. Я думаю, что найти не сложно. Забегаем. Также важный момент, я разговариваю с этим NPC до выполнения этого квеста, желательно не принимать участие в квестах священной миссии линии Элата, да, в городе Монсун. После того, как вы побили Солиэль, к сожалению, эти NPC будут нас атаковать, и мы уже эту алебарду не получим. Это очень важный момент, поэтому желательно делать в самом начале игры, а потом уже выбирать, к кому вы хотите присоединиться. Просим его помочь нам. И просим у него больше силы. Он учит нас определенному заклинанию. Магия разложения, которую мы можем нанести на оружие ближнего боя. Итак, первый чекпоинт у нас есть. Осталось еще 3. Побежали. Вторая пещера будет находиться на священном болоте. Ух ты! А какие бывают страны, знай-ка?
Множество есть неизведанных стран, что-то там правда, а что-то обман. И ничего не известно, но все равно интересно. Скажем, на севере лед и снега, там целый год не стихает пурга. Там на дрейфующих льдинах можно увидеть пингвинов. Как интересно, но неизвестно, увы, неизвестно. Вроде бы много написано книг, но как-то сухо и пресно. Как интересно, вот бы добраться до этого места, где поднялись до небес горы и лес. Где-нибудь в джунглях между лиан скачет по веткам большой павиан. Ходят цветные павлины, глядят бегемоты из тины. Скажем, в пустыне пески и пески, можно поди умереть от тоски, а где-то бурлят океаны. Да. Вторая пещера в этой локации находится у нас с вами вот здесь. Найти тоже, в принципе, не сложно. Мы поднимаемся вперед до башни Синода Ветров и, развернувшись направо, идем практически вперед в сторону шпиля молнии, который также видно практически на всем нашем движении в сторону этой пещеры. Если с другом вышел в путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что мне снег, что мне соль, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне соль, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Там, где трудно одному, справлюсь вместе с вами. Где чего-то не пойму, разберем с друзьями. Что мне снег, что мне соль, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне соль, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. На медведя, друзья, выйду без испуга, если с другом буду я, а медведь без друга. Что мне снег, что мне соль, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне соль, что мне дождик проливной, когда... Во второй раз нам надо будет также попросить помощи. Можно попросить у него снаряжение. И он даст нам вот такую вот вещицу. Она определенно интереснее того, что у нас в самом начале находится, поэтому берем. Весьма неплохие сапоги подобрали. Неплохо. Давайте здесь и заночуем, чтобы у нас восстановилось и ХП, и на улице все-таки было уже светло. Вы понимали, куда бежать.
Которая нам будет с вами нужна, это Энмергарский лес, поэтому отсюда мы точно так же возвращаемся в Херсонес. Дорога, дорога ведет от порога, идет от порога к мечте голубой. Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой. Хорошо под небесами, Словно лодки с парусами, вместе с верными друзьями, плыть, куда глаза глядят, по дороге с облаками. по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. Дороги, Дороги, как добрые руки, как добрые руки хороших друзей. друзей новых много нам дарит дорога. С друзьями намного шагать веселей. Хорошо под небесами, Словно лодки с парусами, вместе с верными друзьями, плыть, куда глаза глядят, по дороге с облаками. по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. Дорога, дорога, похожа на друга, похожа на друга, с которым всегда интересно и даже не тесно. На узенькой самой тропе никогда. Хорошо. Мы с вами отправляемся в Энмергарский лес. Наша цель будет находиться вот в этой пещере. Ее найти, в принципе, также достаточно несложно, как и все остальные. Если идти от храма Синода Ветров, в самый низ по тропинке мы упремся именно в эту пещеру.
Горько прячешь взгляд своих счастливых глаз. И опять напрасно, и опять напрасно собираюсь я все рассказать сейчас. И опять напрасно, и опять напрасно собираюсь все сказать сейчас. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны, но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя мне одному совсем, совсем ни к чему. Теперь очень важный момент. При разговоре с непорочным в третий раз нужно точно так же попросить его помочь и сказать, что нам ничего не надо. Четвертая и последняя пещера находится в пустыне в локации Аберсар. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, е-е-е-е-е. Мы свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы, не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, е-е-е-е-е. Наш ковер цветочная поляна, наши стены сосны и ликаны, наша крыша небо голубое, наше счастье жить такой судьбою, наше счастье жить такой судьбою. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-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 ла, ла-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 ла.
И наконец, друзья, мы с вами добрались до финальной локации. Пещера будет находиться здесь, неподалеку от исполинских ульев, которых в принципе видно не хуже, чем ту же самую опору бдения. Нам нужно будет бежать просто вдоль вот этой горы справа. Я беру тебя у бара, будто бы ты виски кола. У вас такой жары и не было, ты говоришь. А у нас жара такая, что ты загоришь. А у нас жара, как на Бора-Бора. Я беру тебя у бара, будто бы ты виски кола. У вас такой жары и не было, ты говоришь. Пошла жара. Это легкость движений, до изнеможений, что-то типа мишени. Она как искушение, я беру ее сзади, поцелуй в шею. Пошла жара. А у нас жара, как на Бора-Бора. Я беру тебя у бара, будто бы ты виски кола. У вас такой жары не было, ты говоришь. А у нас жара такая, что ты загоришь. А у нас жара, как на Бора-Бора. Я беру тебя у бара, будто бы ты виски кола. У вас такой жары не было, ты говоришь. Пошла жара. И в последний раз разговариваю с непорочным. Он дает нам с вами алебарду мечтателя. О май гад! Вау! Вы только взгляните. У него просто сумасшедший для самого начала игры показатель ударной силы. У него весьма неплохой урон. И также она наносит урон эфиром. Давайте отдохнем до ночи. И наглядно посмотрим, как она работает. На, сука! Еще хочешь? На! У него просто сумасшедший урон, как для начала игры, так и для прохождения в целом игры. Ударная сила просто нечеловеческая. Nice.
Я надеюсь, что это видео было для вас так же полезно, как в свое время для меня. Спасибо за просмотр. Увидимся.